В истерзанной пожарами и грабежами Москве Наполеон ждал ответа от Александра I. Трижды французский император предлагал заключить мир, но русский царь молчал. Неповержденная русская армия стояла в Тарутине. Партизаны громили французские обозы и отряды в тылу. Сожженный город. Вот все, что досталось Наполеону в России. Veillez de ne pas tomber sur eux. Au poussin, où vous êtes? Rattrapez-les! Regarde comment... Пожары закончились. Колокола московских церквей молчали. На улицы выходить боялись. Убийства, грабежи и мародерство не прекращались. Дисциплина в наполеоновской армии катастрофически падала. Улизнуть за добычей могли даже из караула. Особенно отличались солдаты-итальянцы, прусаки, поляки и вестфальцы, которых крестьяне именовали «беспальцами». Хлеба не было, а пьянство захлестнуло некогда великую армию. Император понимал, что оставаться зимовать в выжженном городе с армией, которую интересовала только добыча, немыслимо. Он предложил сжечь в Москве то, что еще осталось, и идти на Петербург. Но маршалы возражали. Отправиться в преддверии зимы на север с уменьшившейся армией, имея за спиной войска Кутузова, было бы безумием. Будучи в Москве, в Кремле, Наполеон не чувствовал себя победителем. Русский император по-прежнему молчал. Оставался Кутузов. Почетную миссию отправиться в ставку русского главнокомандующего получил генерал Ларистон. Мне нужен мир. Он мне нужен абсолютно, во что бы то ни стало. Спасите только честь. Видать, в Москве холодно. Гляди, греться приехали. И пардону просить. Самойлов, мать твою! Давай неси быстрее! Замерзну ведь! Да иду, ваше благородие, иду! Ну, а что у нас пожрать есть? Je ne suis pas autorisé à mener toutes les... Я не уполномочен вести никаких переговоров о мире. Кутузов оказался в сложной ситуации. Многие из его окружения не одобряли встречи с посланником Наполеона. А Ларистон жаловался на варварские поступки крестьян с французами. Мой дорогой граф, что поделать? Русский народ смотрит на французов, как на татар, вторгшихся под начальством Чингисхана. Некоторая разница все же есть. Русский народ никакой разницы не усматривает. Ларистону во что бы то ни стало требовалось добиться встречи с Александром I в Петербурге. Но короткая беседа с Кутузовым закончилась ничем. Главнокомандующий лишь пообещал передать все предложения о мире своему императору. Через 15 дней Кутузов принимал нового посланника с письмом от маршала Бертье. Он предлагал русскому фельдмаршалу прекратить партизанскую войну. Из ответа Кутузова маршалу Бертье. Трудно остановить народ,
который уже 300 лет не знал войны внутри государства и который готов пожертвовать собой за Отечество, и не делает различий между тем, что принято и что не принято в обыкновенных войнах. Хозяин всего европейского континента, Божьей милостью самодержавный император французов, король Италии и прочее здесь, в Москве, должен был ответить на простой вопрос: что делать? Главная армия Наполеона глубоко врезалась в Россию подобно клину. Его гарнизоны вдоль Смоленской дороги охраняли коммуникационную линию и тыл. Правый фланг стоял у границ Белоруссии, а левый на севере у Полоцка. Император принял решение оставить Москву, отступить к Смоленску, где заготавливался провиант для армии, и там зазимовать. Уход из Москвы запланировали на 8 октября, после парада армии на Красной площади. В месте расположения русской армии, у Тарутина, царило затишье. В лагерь прибывало пополнение, ополченцы. Подвозились продукты и теплая одежда. Неподалеку, километрах в 8, вдоль реки Чернишни расположился французский авангард под командованием Мюрата, наблюдавший за русской армией. Начальник главного штаба Кутузова генерал Бенниксон решил воспользоваться беспечностью противника на левом фланге. Казаки донесли, что тыл французов у леса не охраняется, и в непосредственной близости у Мюрата нет резервов. Бенниксон составил план нападения. Кутузов противился, но уступил. Выделив Бенниксону треть войск, он назначил наступление на 5 октября. Но прибыв накануне в войска, главнокомандующий обнаружил, что о его приказе в частях не знают, и армия к походу совершенно не готова. Кутузов был в гневе. Он отменил наступление. Я же вас предупреждал! Что, дождались? Безобразие! Ну что уставились? По коням, быстро! Однако генералы уговорили его перенести начало операции на 6 октября. По тылам частей Мюрата предстояло ударить казакам Орлова-Денисова. С фронта наступал 2-й пехотный корпус Багавута, а на левом фланге 3-й и 4-й пехотные корпуса. Ночной лес и медлительность командиров помешали русским войскам вовремя занять позицию. Назначенное задание в полном объеме выполнила только колонна Орлова-Денисова. Не дожидаясь остальных, он решил атаковать. Появление казаков оказалось для Мюрата полной неожиданностью. Побросав обозы и артиллерию, французы отступили. К появлению из леса войск Багавута французские батареи уже были готовы. Понимая, что время упущено, генерал повел егерей в атаку. Багавут Карл Федорович, генерал-лейтенант, ближайший помощник Багратиона, участник русско-турецкой войны. За храбрость, проявленную под Пултуском, награжден орденом Святого Георгия 3-го класса. Участник сражений при Прейсиш-Эйлау, Фридланде, Або. Герой войны со шведами. В войне 12-го года командовал 2-м пехотным корпусом. Погиб в бою на реке Чернишня. Гибель Багавута внесла смятение в ряды атакующих. Возникла неразбериха с командованием. Возникшая реальная возможность разгрома левого фланга Мюрата не реализовалась. Казаки, обнаружив богатые обозы, принялись их грабить, забыв о противнике. Мюрат бросился в ряды своих солдат и личным мужеством остановил их отступление. Повел в бой. В других местах факт внезапности также был упущен. Бенниксон попросил Кутузова бросить в атаку все войска, но главнокомандующий отказал. Мюрат отступил к Спас-Купле, укрепил батареи и открыл огонь, остановив русское наступление. Русские вернулись в лагерь. Трофеи — 36 пушек и 1500 пленных.
На поле боя остались более 1000 человек. Основные силы Мюрата не были разгромлены, но потери составили около 15% в живой силе и 1/3 артиллерии. Это сражение окончательно испортило отношения между Кутузовым и Бениксеном, который в письме к Александру I обвинил фельдмаршала в бездействии. Приказом царя главнокомандующего наградили золотой шпагой с алмазами и лавровым венком, а Бениксен получил 100 000 рублей. Император переслал Кутузову донос Бениксена, для которого это стало неожиданностью. Заходи, голубчик. Шпага. Что, граф прибыл? Так точно. Проси. Проходите, граф. Вот вам и шпага, и 100 000. Проходите, проходите. А теперь, голубчик, не сочти за труд. Прощи вот это, что об нас генерал государю пишет. О поражении Мюрата Наполеон узнал во время смотра войск Великой армии. Император приказал выступать из Москвы 7 октября, на день ранее намеченного. Nous avons finalement divisé l'armée russe. A saisi Мы, наконец, разобьем русскую армию, захватим оружейный завод в Туле и все дороги в южные губернии России. Из Москвы наполеоновская армия уходила как большой табор. Солдаты и офицеры обзавелись зимними вещами, тюками тканей и мехами, к которым добавились награбленные ценности. Из воспоминаний французского генерала. Можно было подумать, что видишь перед собой какой-то караван, бродячее племя или, скорее, древнюю армию, возвращавшуюся после большого набега с пленниками и добычей. В Москве еще оставалось какое-то продовольствие, но значительную часть провианта пришлось бросить, так как лошадей не хватало. Коней не хватало даже для артиллерии. Повозки были завалены награбленным добром. Не отставал от солдат и император. Он вывозил из Кремля серебро, золотые оклады, сорванные с икон, и личные вещи русских царей. Солдаты Наполеона даже спилили крест с колокольни Ивана Великого. Думали, что золотой. Французское командование допустило еще одну серьезную ошибку. Все лошади в армии имели подковы без шипов. Понимая, что впереди русская зима, Каленкур предложил срочно перековать лошадей, но Наполеон его высмеял. Французская армия, около 110 000 человек, вышла из Москвы. Вслед за армией утром город покинул Наполеон. В городе тут же раздались взрывы. Саперы по приказу Наполеона подорвали винный двор. Сгорел Симонов монастырь. А через 2 дня прогремели взрывы в Кремле. На воздух взлетели здания арсенала и часть стены. Тряслась земля. Рушились башни и стены построек в Кремле и в городе. Вспыхнул пожар в Горновитой палате и в соборах. К счастью, вдруг пошел дождь. Он намочил фитили, и заложенные заряды не взорвались, сохранив для потомков колокольню Ивана Великого. Взрывы продолжались еще 2 дня. В Китай-городе обрушилось несколько зданий, слышались стоны раненых. Последние отряды маршала Мартье оставили город.
В этот день прапорщик Языков с отрядом казаков отправился на разведку к Москве. Не как в Москве, ваше благородие. А вот это мы сейчас и узнаем. Поехали. Казаки продвигались все дальше в город. Они первыми узнали потрясающую новость. Наполеон ушел из Москвы. В это же время на Калужской дороге самого Наполеона и его гвардию заметили партизаны из отряда Сеславина. Он не поверил своим людям и приказал захватить пленных. Quatre jours se sont écoulés après que l'armée Уже 4 дня, как армия оставила Москву. Moscou. Puis-je avoir... Можно воды? Воды ему. Empereur. Спасибо. Merci beaucoup. Avec Император с войсками идет к Малоярославцу. Гонца к Дохтурову! Немедля! Генерал Дохтуров тут же сообщил важнейшую информацию Кутузову. Фельдмаршал решил действовать немедленно и крупными силами разбить врага. Дохтуров спешно двинул свой корпус к Фоминскому. Взятые Сеславиным пленные сообщили, что вся армия движется на Малоярославец. Оттуда Наполеон планировал идти на Калугу, захватить ее, забрать запасы, приготовленные для русской армии, а затем повернуть на Калужскую дорогу и по ней идти к Смоленску. Дорога Калуга-Смоленск была более пригодной для передвижения французских войск, чем разоренная ими старая Смоленская. Авангард из корпуса Багарне достиг Малоярославца вечером 11 октября. Малоярославец – маленький городок на речке Луже. Весь город находился на правой стороне реки, и чтобы помешать французам, жители разобрали мост. Но французские саперы быстро восстановили его, и передовая бригада вошла в город. Лишь захватив Малоярославец, французы могли двигаться дальше на Калугу. Ночью к городу прибыл казачий полк атамана Платова. На рассвете 2 батальона егерей Дохтурова подошли к Малоярославцу. Они буквально валились с ног от усталости, но тут же пошли в бой. Руководство пехотой принял на себя Ермолов. Французы оставили большую часть города, отошли к реке и укрылись за каменными стенами монастыря. Однако подоспевшему подкреплению удалось вытеснить русский полк из Малоярославца. В это время главные силы Дохтурова подошли к городу. Егеря 6-го полка и пехотинцы под звуки рожков и с криками «Ура!» кинулись в атаку и заняли город. Французы вновь укрылись в монастыре. Понимая, что Малоярославец необходимо удержать любой ценой, Ермолов бросал войска в бой прямо с марша. В городе развернули 2 артиллерийские роты, открывшие огонь по мосту. Вскоре подошла и французская артиллерия. Гром сражения был хорошо слышен и Наполеону, и Кутузову. Император приказал войскам ускорить шаг. Кутузов отправил вперед 7-й пехотный корпус Раевского. К 8 часам утра к Малоярославцу подошли французские резервы. Им почти удалось захватить город, и лишь на его окраине, на старом кладбище, русские смогли закрепиться. Около 11 часов утра в город вступила свежая французская дивизия. К Ермолову подошел Либавский пехотный полк. К полудню город уже 4-жды переходил из рук в руки. Малоярославец пылал огромным костром, в котором бились почти 18 тысяч солдат. Каждая прибывающая в город свежая 1000 солдат меняла ход сражения. Подъехавший Наполеон наблюдал за ходом битвы. Из воспоминания французского офицера. Страшная схватка завязывается среди пламени. Большая часть падающих раненых сгорела живьем на месте. И их обезображенные трупы представляют ужасное зрелище.
По разным сведениям, Малоярославец от 8 до 12 раз переходил из рук в руки. Битва, которую начали 1000 русских егерей и 600 французских пехотинцев, закончилась сосредоточением под Малоярославцем 70 тысяч солдат Наполеона и 90 тысяч Кутузова. Как и в битве при Бородине, обе воюющие стороны пленных не брали. Сражение прекратилось лишь ночью. Сгоревший город остался за французами, а русские войска окружили его плотным полукольцом, не давая возможности врагу двигаться дальше. Кутузов приказал армии отступить южнее, на подготовленные позиции, чтобы контролировать все дороги, ведущие из города. Под Малоярославцем остался лишь арьергард Милорадовича. Наполеон был озадачен. Обе армии несли огромные потери. Но каждый день французская уменьшалась на сотни больных, отставших или дезертиров. Русской же армии каждый день давал сотни рекрутов и ополченцев. Французский император понимал, что Кутузов пытается постепенно истощить его армию, и эту войну французы уже проигрывают. Этот дьявол Кутузов не получит от меня новой битвы. 15 октября император отдал приказ оставить Малоярославец и вернуться на старую Смоленскую дорогу. Впервые Наполеон отказался от генерального сражения. Впервые за кампанию он повернул свои войска спиной к врагу. Стратегическая инициатива полностью перешла к русским. Вечером того же дня личный врач Наполеона Юван получил от императора приказ изготовить ему яд. Наполеон до конца кампании не расставался с заветным флаконом. Армия французов была вынуждена отступать по той же дороге, по которой шла к Москве. Через разоренные деревни, мимо высохших колодцев и неубранных полей. Ни продовольствия, ни фуража на этом пути найти было невозможно. Непогребенные трупы людей и лошадей вызывали вспышки чумы и холеры. После войны во избежание эпидемий только в Можайском уезде было сожжено более 56 тысяч трупов людей и более 31 тысячи лошадей. В Москве предали огню почти 12 тысяч трупов людей и 12,5 тысяч лошадей. Наполеон отступал от Малоярославца на Боровск, Верею, Можайск. Он приказывал забирать у населения все, что могло пригодиться в походе, сжигать за собой города и села. Уходя из Боровска, французы сожгли его до основания. Та же участь постигла Верею. В одном из селений русские солдаты чудом успели открыть двери уже пылающей церкви, где захватчики заперли более 300 русских пленных и местных жителей. Путь французской армии проходил и мимо Бородинского поля. Они шли среди непохороненных мертвецов, исковерканных пушек и ржавеющего оружия. Да здравствует император. Отступающая французская армия жила впроголодь, и с каждым днем ситуация ухудшалась. Голод, а не мороз, стал главным врагом наполеоновской армии. Из записок русского генерала Крейца. Несправедливо французские писатели обвиняют холод причиной гибели армии Наполеона. От Малого Ярославца до Вязьмы время было очень теплое. От Вязьмы до Смоленска – приморозки. Около Ельни выпал первый снег, но очень малый. Когда на дороге появилась первая гололедица, лошади французов заскользили по замерзшей земле. Падая, они ломали ноги. Арман де Калинкур. Лошади падали и оставались лежать на дороге, потому что не были подкованы так, чтобы держаться на льду. Их разрубали на части до того, как они издыхали. Французы начали бросать обозы и пушки. Армия теряла не только награбленное имущество, но и продукты питания, медикаменты и боеприпасы.
Арман де Калинкор. Именно с этого момента начинаются великие бедствия нашего отступления. Император 2-3 раза в день выходил из экипажа и шел пешком, опираясь на чье-нибудь плечо. Дорога была усеяна трупами. Даже на поле битвы нельзя было увидеть таких ужасов. Гвардия с императором ушла на десятки километров вперед. Найденные в деревнях продукты доставались гвардейцам, а идущим следом корпусам не оставалось практически ничего. На переходе от Вязьмы до Смоленска русский генерал Крейц, идя со своим полком, услышал шум в лесу. Въехав в лес, он с ужасом увидел, что французы ели одного из своих умерших товарищей. О случаях людоедства сохранилось много свидетельств очевидцев. Из письма Воейкова поэту Державину. Голод вынудил их не только есть палых лошадей, но многие видели, как они жарили себе в пищу мертвое человеческое мясо своего одноземца. Во французской армии выживали лишь те, кто не оставлял своего подразделения и соблюдал воинскую дисциплину. Разрозненные группы и идущие в одиночку солдаты, даже имеющие некоторый запас продовольствия, были обречены на смерть или плен. Бессмысленный взрыв Кремля, сожженные города и села, грабеж и убийства из-за куска хлеба вызывали страшное ожесточение мирного населения. В партизанской войне не было пощады и гуманного отношения к пленным, как привыкли французы. Отставшие группы французов, провианские отряды и мародеров ловили и кололи вилами. Во многих деревнях создавались крестьянские отряды, защищающие свои селения. Наполеоновские солдаты не могли войти в деревни и добыть хоть немного продовольствия. Несмотря на уязвимость французских войск, Кутузов не спешил их атаковать. Справедливо полагая, что в сложившихся условиях враг обречен на гибель, он берег собственную армию. По старой Смоленской дороге вслед за отступающими французами отправили лишь казаков Платова. Остальные войска шли параллельным путем. Положение русской армии также было тяжелым, но русские солдаты, измученные маршами, могли прокормиться и найти место для ночлега. При этом Кутузов имел возможность пресечь попытки Наполеона повернуть на юг. Уйти же на север, в сторону Санкт-Петербурга, французы не могли. Болота и озера делали эти места в осенне-зимний период почти непроходимыми. Кутузов приказал казакам и партизанам не отставать от противника и чаще тревожить его ночами. Днем, сбившись в кучу, голодные французы брели по дороге, а ночью на их лагеря нападали казаки, гусары, ополченцы и партизаны. Изнуренные, больные и голодные солдаты французской армии сдавались тысячами. Свои последние надежды Наполеон возлагал на Смоленск, рассчитывая найти в городе запасы продовольствия. Здесь император надеялся обогреть и укрепить истощенную армию. Сюда он планировал подвести резервы, чтобы продолжить кампанию. Анри, вставай. Еще немного. К вечеру будем в Смоленске. На последних переходах перед Смоленском начался снегопад, затруднявший движение солдат. Стало значительно холоднее. Участились случаи обмораживания.
Но в Смоленске французов ждало горькое разочарование. Интенданты, в задачу которых входило заготовить все необходимое, не смогли сделать ровным счетом ничего. На складах практически не было ни продовольствия, ни дров. Масса голодных, озлобленных солдат вела себя так, что и речи не могло быть об организованной выдаче продуктов. Лишь гвардия получала все, в чем нуждалась, что вызывало недовольство у остальных. Но гвардия сохраняла дисциплину и исправное оружие, поэтому выступить против них никто не решался. Голодные солдаты наполеоновской армии растаскивали все, что могли найти. За продукты шла настоящая война. Ночью на людей с хлебом нападали и убивали. Расстрелы не помогали восстановить дисциплину. Тех, кто ежедневно находился на грани смерти от голода и истощения, испугать казнью было трудно. 2 ноября армия покинула Смоленск и направилась к реке Неман. В это время части Милорадовича и Платова обошли город и у местечка Красного перерезали Смоленскую дорогу. 4 ноября авангард Милорадовича встретил 4-й корпус Эжена Багарне. Французы двинулись на прорыв. Преграждавший ему путь корпус Раевского понес серьезные потери и вынужден был отступить. Pas loin d'ici, on a un très bon lac là, on passe là-bas. J'admire aussi, monsieur, très bon lac, le courage de la victime. On mit debout ça. Là-bas, juste à côté de les artilleurs. Détourner, peut-être les armes, plus tard, braver. Милорадович развернул вдоль Смоленской дороги все имеющиеся в его распоряжении орудия. 5 ноября по приказу Кутузова русские пушки непрерывно громили отходящие французские войска, а кавалерия, переходя в атаку, истребляла отряды неприятеля. Наполеон, оставив одну дивизию в Красном, вывел гвардию на Смоленскую дорогу. Прорваться из Смоленска на Оршу смогли лишь немногие организованные части. Отдельные группы солдат гибли или сдавались в плен, не оказывая сопротивления. Последним отступал корпус маршала Нея. На небольшой возвышенности части Нея оказались в окружении. Именно здесь 3 месяца назад окруженная французами дивизия Неверовского отбивала атаки Мюрата. Теперь в кольце оказались войска маршала Нея. Французов встретил плотный заслон русской пехоты. Ней оказался сдавленным со всех сторон. Русские, шедшие по пятам, считая, что на следующий день враг либо сдастся, либо погибнет, отправили к Нею парламентера. Запомните, маршалы Франции не сдаются. Без дорог, сквозь покрытый снегом лес, Ней с солдатами смог прорваться к Днепру. Сильный мороз на этот раз помог французам. Маршал повел своих людей по тонкому льду. Вскоре лед начал ломаться. Из 3000 солдат и офицеров Ней потерял при переправе 2200 человек. Когда в Орше Ней явился перед императором, Наполеон не узнал в оборванном солдате своего маршала. От его отряда осталось всего 800 человек. После Смоленска Наполеон приказал всем частям снять со знамен императорских орлов, а сами знамена сжечь, чтобы они не достались русским. Война уже была проиграна. Нужно было спасать оставшихся. В Петербурге ожидали, что сражение под Красным завершится разгромом французов и пленением Наполеона. Но этого не произошло. Кутузов видел, что враг стремится к одному – выбраться из России, не погибнув от голода и холода. И это вполне устраивало русского главнокомандующего.
Александр I требовал от Кутузова более активных действий. На то были политические причины. В случае, если русская армия уничтожит Наполеона, положение России в Европе упрочится. Но если Наполеон уйдет из России живым, то война растянется еще на несколько лет. Русские генералы, движимые в равной степени патриотизмом и честолюбием, также стремились стать победителями тирана. Многие, и особенно Бениксон, жаловались царю на Кутузова, обвиняя его в бездеятельности, а порой и в трусости. Требовал от Кутузова наступательных действий и британский комиссар при русском штабе Роберт Вильсон, на что Кутузов однажды ему ответил: «Моя задача – изгнать врага из России, и я не вижу необходимости тратить силы на конечное уничтожение Наполеона, потому что плоды такой победы пожнет Англия, а не Россия». Англия действительно не имела достаточно сил противостоять Франции, и все усилия британцы направляли на то, чтобы разгромить Наполеона руками русских. Кутузов мог предполагать, что Наполеон, имея до 90 тысяч человек, может выставить в сражении 30, 40 или 50 тысяч солдат. Но по опыту фельдмаршал знал, что и с 20 тысячами Наполеон оставался Наполеоном. Открытое сражение могло бы уничтожить врага, но и Россия при этом имела шанс остаться вовсе без армии. Этого Кутузов допустить не мог. Тем временем, выполняя приказ Александра I, действовавшего по своему усмотрению, наперерез наполеоновской армии ускоренными маршами шли с севера корпус генерала Витгенштейна и армия адмирала Чичагова с юга. Витгенштейн Петр Христианович, генерал-фельдмаршал, в начале войны командир 1-го пехотного корпуса. В боях дважды ранен. После смерти Кутузова главнокомандующий русской армией. Получив подкрепление, Витгенштейн в начале октября перешел в наступление против французского корпуса генерала Сен-Сира, прикрывавшего Полоцк. Сен-Сир отступил к Старой Смоленской дороге. Армия Чичагова шла из Молдавии. У Луцка она соединилась с 3-й армией генерала Тормасова. Против австрийского корпуса Шварценберга и саксонского корпуса Ренье Чичагов выставил 27-тысячный отряд, а остальную армию численностью в 25 тысяч повел к Минску. Чичагов Павел Васильевич, адмирал, министр военно-морских сил России и командующий Черноморской эскадрой. С началом войны принял командование над молдавской армией. В 1813 году вышел в отставку и покинул Россию. Чичагов вошел в Минск почти без боя. Французские склады достались русским. Вскоре русский авангард под командованием генерала Ламберта штурмом взял Борисов, где Наполеон намеревался переправиться через реку Березину. После боя под Красным Кутузов умышленно замедлил движение своей армии, и Наполеону удалось оторваться более чем на 100 километров. Врага преследовали только партизаны и казаки Платова. Главнокомандующий объяснял медлительность сильной усталостью людей и лошадей. Бениксон предложил отобрать наиболее выносливых лошадей, впрячь их в 200 орудий и повозок и продолжить преследование. Вспыхнул очередной скандал. Говорю, нет. Из письма Кутузова Александру I. По случаю болезненных припадков генерала Бениксона предписал я ему отправиться в Калугу и ожидать там дальнейшего назначения от Вашего Величества, о чем счастье имею донести. Бениксон ушел в отставку, но вплоть до 1 декабря оставался при армии. Не в духе. Видать, поссорились. Замедлив марш, Кутузов, тем не менее, приказал Чичагову и Витгенштейну ускорить движение и перехватить остатки наполеоновской армии на реке Березине. Приблизившись к Борисову, Наполеон приказал выбить оттуда русский авангард. Русские войска оставили город, уничтожив единственный мост через Березину.
Изучив местность, император приказал строить ложную переправу через реку в 25 километрах южнее Борисова. Он разместил там артиллерийские батареи и провел ряд демонстрационных маневров. Пока Чичагов стягивал свои силы к предполагаемой переправе, отряды французских саперов севернее Борисова навели 2 моста через реку. Один для пехоты, другой в 180 метрах от него для артиллерии и повозок. Французские саперы, строившие мосты, стояли по плечи в ледяной воде, не имея даже водки, чтобы согреться. Эти солдаты, спасшие остатки армии, почти все умерли от переохлаждения. О настоящей переправе Чичагов узнал лишь 14 ноября, когда французы уже шли по мостам. К 2 часам дня 15 ноября через реку переправилась императорская гвардия и часть пехоты. Наполеон приказал пропускать на мосты только боеспособные воинские части. У переправы царил хаос. Скопились десятки тысяч отставших солдат, повозки с ранеными, беженцы, среди которых были женщины и дети. У Наполеона на тот момент было 30-40 тысяч боеспособных солдат. Но Кутузов и Чичагов полагали, что в его распоряжении находится по меньшей мере до 90 тысяч человек. Именно поэтому ни тот, ни другой не спешили с наступлением. Лишь Витгенштейн шел вперед, не считаясь ни с расстоянием, ни с погодой, ни с численностью противника. Имея 35 тысяч человек, 15 ноября под Борисовым он атаковал французский корпус генерала Виктора, который прикрывал переправу с севера. Целая французская дивизия, 2000 человек, сдалась русским. К 9 часам утра следующего дня авангард Витгенштейна прорвался к мостам. Против него Наполеон бросил около 12 тысяч человек. С западного берега к переправе приблизился Чичагов. Ему также противостояли 12 тысяч французских пехотинцев. Из-за топких берегов, снега и грязи русские не могли воспользоваться своим преимуществом в кавалерии. Но к вечеру 16 ноября Витгенштейну удалось прорваться к реке и установить орудия. Обезумевшие от страха люди бросились к мостам, давя друг друга. Один из мостов рухнул. Ночью прикрывавшие переправу солдаты Виктора двинулись на западный берег, сбрасывая с уцелевшего моста повозки, больных и раненых. Утром 17 ноября войска Чичагова, Витгенштейна и казаки Платова подошли вплотную к переправе. И в 9 часов французы подожгли мосты. На восточном берегу остался гигантский обоз и тысячи не успевших переправиться людей. Окружение не получилось. Наполеон ушел. В сражении на Березине были убиты, ранены и взяты в плен более 20 тысяч французских солдат и офицеров. Русские захватили около 15 тысяч раненых и гигантский обоз, потеряв около 6 тысяч человек. Через 3 дня после переправы в составе некогда огромной наполеоновской армии числилось всего 9 тысяч боеспособных солдат. 23 ноября в местечке Сморгонь, недалеко от Вильна, Наполеон попрощался со своими генералами и уехал во Францию, чтобы, как он говорил, привести 300 тысяч солдат. Командование принял маршал Мюрат. Но остатки армии потеряли всякое управление. Каждый спасался как мог. Вскоре бросил армию и Мюрат, перепоручив командование Эжену Багарне. — 28 ноября отряд Сеславина вступил в Вильно. Вслед за ним вошли войска Чичагова и Кутузова. Спустя несколько дней
Остатки французских войск были полностью изгнаны с территории Российской империи. По данным историков, в июне 1812 года в Россию вторглись до 450 тысяч солдат наполеоновской армии. Позже в виде подкреплений прибыло еще 160 тысяч. Спустя 6 месяцев, 14 декабря у Ковна, через Неман в Польшу переправились 1600 человек. К ним присоединились остатки войск из других направлений. По подсчетам прусского чиновника Ауэрсвальда, через Восточную Пруссию из России прошло 255 французских генералов, 5111 офицеров, 26 950 низших чинов. Все в жалком состоянии и в основном безоружные, писал Ауэрсвальд. По мнению русского историка XIX века Модеста Богдановича, потери русских войск за кампанию составили около 210 тысяч солдат и ополченцев. Добравшись до Вильна, Кутузов наконец-то перевел дух. Фельдмаршал не мог поверить в то, что победил Наполеона и сохранил армию. В одной из бесед с генералом Ермоловым Михаил Илларионович признался: «Голубчик, если бы кто 2 или 3 года назад сказал мне, что меня изберет судьба низложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, я, право, плюнул бы тому в рожу». 1 января 1813 года русские войска перешли Неман, намереваясь добить врага. Австрия и Пруссия, разорвав союз с Францией, присоединились к России и предложили Александру I назначить фельдмаршала Кутузова командующим объединенных армий. Но судьба распорядилась иначе. Кутузов простудился и слег. 16 апреля 1813 года в Бунцлау, ныне Болеславец, Польша, Кутузов скончался. Тело полководца погребено в Казанском соборе. Война с Наполеоном длилась еще более года. Он довольно быстро восстановил свою армию. Но в январе 1814-го сражения шли уже на территории Франции. 31 марта 1814 года русские войска вошли в Париж. Ни Англия, ни Австрия, ни Пруссия, ни другие государства Европы не смогли противостоять армии Наполеона. Это сделала Россия. Ее генералы и офицеры главнейшей целью всех действий армии считали истребление врага до последней черты возможности. Русские доблестные солдаты, бросавшиеся на вражеские пушки с ружьем наперевес, дошли до Парижа. Во знаменование победы в Отечественной войне 1812 года поставлено множество памятников и мемориалов, из которых наиболее известными являются Храм Христа Спасителя и ансамбль Дворцовой площади с Александровской колонной. Военную галерею Зимнего дворца украшают 332 портрета русских генералов-участников войны. Фельдмаршал русской армии Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов о Бородинском сражении 26 августа 1812 года написал так: «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских войск».